Привет. Итак, сегодня на обзоре долгожданный G-Wolves Lycan. Перед тем, как я перейду непосредственно к самой мышке, хочу сказать пару слов про неорганизованность фирмы G-Wolves в плане процесса доставки. Для тех, кто впервые сталкивается с волками, поясню. У каждого релиза есть три этапа: Blind Buy, Pre-Sale и Official Retail. Так вот, саму мышь я заказал в первый же день, 2 декабря. Начало отправки было назначено на 15 марта, затем, правда, перенесли на 18. Но по итогу отправили мне ее лишь спустя почти 1,5 месяца, 29 апреля, как и многим другим покупателям из России. Отдельно еще хотелось бы поругать, конечно, Unitrade, так как из-за них посылка после прохождения таможни провалялась где-то больше 2 недель. Из-за этого суммарное время доставки составило чуть больше месяца. Короче говоря, если вы решили купить волков в период Blind Buy, то не стоит питать надежд на своевременную доставку. Поэтому я не советую этот вариант тем, кто покупает свою первую серьезную мышь. Лучше все-таки иметь какой-то мейн на это время. Ну и перед тем, как мы перейдем непосредственно к мышке, расскажу про комплектацию. Она тут, как всегда, огромная. Вот в такой вот коробке у нас идет сначала листик с грипсами, далее идет конверт, в котором у нас куча всяких аксессуаров, а именно спейсеры под глайды, наклейки на плату мышки, чтобы на нее не попадала пыль и всякий мусор, липучки для аккумулятора, пеноматериал для того, чтобы убирать пре- или пост-тревел, глайды, 2 упаковки обычных, полноразмерных и листик точек, а также карточка с инструкцией. Также, поскольку я заказывал с официального сайта G-Wolves, то в комплекте идет 2 вот таких рукава, весьма эластичных, я так понимаю, что с высоким содержанием эластана. Ну и наконец идет сам кейс, внутри которого у нас находится 2 кабеля, ремешки, и здесь находится пакетик, в котором идет сама мышка. Ну и, конечно же, донгл. И вот мы наконец добрались до мышки. Начнем, пожалуй, с главного ее достоинства. Это ее вес. А именно 30 грамм на моих весах с дефолтными глайдами. Баланс находится где-то посреди боковых кнопок, и я считаю это самым правильным расположением центра масс. При таком весе у мышки отличная сборка. За неделю использования я не поймал ни одного хруста или скрипа, прогибов я также нигде не почувствовал. Скорее всего, это потому, что у меня второй батч. Понять это можно по этой наклейке, которая закрывает липучку аккумулятора в 200 махов. На образцах первого батча ее не было, и с ним было связано немало случаев плохого контроля качества. Также хотел бы отметить, что несмотря на то, что фирма G-Wolves принципиально не использует покрытие, тут пластик получился весьма цепким. Я мог бы спокойно использовать мышь без грипс, но все же наклеил их, чтобы мышка случайно не зашайнилась. Что касается формы, то ближайшая к Lycanу мышка это Ninjutsu Sora V2. По общему силуэту они похожи, но Lycan заметно ниже. В сравнении с моим Pulsar X2N Medium, мышка ощущается гораздо более приземленной, не только кончики кликов чего стоят. Это, вкупе с менее заполняющим основание ладони горбом, делает эту мышь более удобной и маневренной для моей 19 на 10 см руки. Но что интересно, мышь не уступает X2N по ширине, и поэтому не кажется слишком мелкой в руке. Основные клики у мыши отличные, хотя от многих обзорщиков я слышал мнение, что это не лучшая имплементация кликов от волков, меня они всем устраивают. По всей поверхности нажатие равномерное, приятный легкий клик механических оранжевых переключателей Хуана, сделанных специально для G-Wolves. Но правый у меня почему-то заметно более звонкий. В области стабилизаторов при Travel у кликов порядка 1 мм, но в месте, где я обычно нажимаю, я его не чувствую.
Тут же можно заметить, что на стабы не пожалели тефлоновые смазки, за что большой респект. Post Travel и Side Travel на мышке практически отсутствуют. Боковые кнопки тут, просто нормальные, не тугие, весьма звонкие, если я не ошибаюсь, используется Tamron Blue Dot, такие же как Fenrir Asim или Pro на основных кнопках. Небольшой притревел на них есть, да и в корпус можно давить при желании. А буквально сегодня на задней кнопке появился дребезжащий люфт, который придется исправлять. Колесо меня тут весьма порадовало. Четкие, приятные отсечки, даже слегка туговатые. И как по мне идеальный клик. Не слишком легкий и вот слегка туговатый. Однако в колесе заключается еще одна моя придирка к мышке. В одном из положений оно все же дребезжит при прокрутке. Предположу, что слегка завалена ось, но стоит понимать, что скорее всего это проблема лишь моего юнита. Не везет мне в последнее время с колесиками. Теперь пару слов про софт мышки. На главной странице можно настроить дебаунс основных кликов, а также колеса. Далее можно настроить частоту опроса, высоту отрыва, включить Angle Snap, Motion Sync, настроить время ухода в спящий режим и угол поворота сенсора. А также включить или выключить SPDT режим на левой и правой кнопке отдельно. Ну и в конце Long Distance Mode. В нижней части страницы можно включить Competitive Mode, индикатор на мышке, также выставить его эффект. Ну и наконец выставить желаемый DPI. Если мы перейдем на сайт для проверки дабл-кликов, то ни на левой кнопке, ни на правой мы дабл-кликов не обнаружим. И это при том, что у нас выставлен дебаунс в нули. Секрет заключается в том, что раньше тут была настройка After Press и After Release, но сейчас она почему-то по дефолту выставлена в 20, и это никак не изменить. В игре по типу Apex мышь чувствуется превосходно. Легкий вес вкупе со смещенным вперед сенсором и низким профилем делают Ликана настоящим оружием для трекинга. Мышь практически исчезает в руке, и почувствовать, что что-то мешает ей двигаться, вы можете только если вас начинают замедлять глайды или ковер. Поэтому мне кажется, что на стеклянных коврах это чувство свободы будет выражено еще сильнее. Также еще раз хотелось бы отметить форму. Благодаря плоским бокам без характерной талии, мышь очень удобно держать фингертипом. Пальцы устойчиво сидят на боках и не пытаются никуда съехать. Пожалуй, единственное, к чему можно было придраться в этой мышке, это ее кнопки. Через пару недель использования сайт Travel стал чуть побольше, да и будто при Travel правой кнопки стал более выраженным. Понятное дело, что это можно исправить, но мне и так уже пришлось исправлять боковые. А лишний раз разбирать мышь лишь повышает шанс сорвать резьбу в пластике или шлиц у саморезов, которые расположены тут не самым удобным образом. Да и сами по себе клики из-за того, что они достаточно тонкие и могут гнуться на краях, ощущаются немного хрупкими, из-за чего боишься излишне давить на них. Но опять же, это лишь мои придирки, кто-то этого даже не заметит. Ну а что касается автономности, то мне при частоте опроса 2К мышки хватает примерно на 5-6 дней использования, хоть в основном и не игрового. Под конец хотелось бы сказать про русский сайт компании JWools. Да, он есть, но последняя мышь, которую туда выкладывали, это Fenrir Pro. Ликана там до сих пор нет, поэтому если этот ролик все-таки дойдет до волков, то хотелось бы попросить их своевременно обновлять его и поддерживать, поскольку я уверен, что в России найдется немало фанатов бренда. Что хочется сказать в заключение. Это самая легкая полноразмерная мышь на рынке на данный момент. Для ее веса у нее монолитная сборка, удобная форма и хорошо исполненные кнопки.
Все, к чему я смог в ней придраться, это подгонка боковых кнопок и колеса. Последнее, к сожалению, не редкость, вне зависимости от производителя. Если вы любите трекинг-игры, то высокое расположение сенсора и легкий вес делают Лекана одной из лучших полноразмерных опций на данный момент. Я думаю, что за цену в $135 у него нет прямого конкурента. И еще, если вы все-таки задумались о его приобретении, то можете воспользоваться моим купоном на скидку в $10, чтобы сэкономить на доставке. На этом все. Пока-пока.